Чтобы отпраздновать достижения национальных игроков, каждая страна проводит голосование за лучших игроков года по версии сообщества. В теме на форуме с 1 по 31 декабря любой зарегистрированный игрок может отдать очки за своих кумиров. Вы можете отдать разное количество очков нескольким игрокам. Систему распределения очков вы можете видеть на экране. Не все слоты в одной категории обязательно заполнять, но в каждом очке должно быть хотя бы по одному игроку. Далее, по итогам голосования, монтируется видео с представлением лучших скоров 25 лучших игроков и небольшим пересказом достижений 15 лучших игроков года. Эти рассказы озвучивают известные деятели комьюнити, крутые игроки и особые приглашенные гости, иногда из-за рубежа. В СНГ эта традиция идет аж с 2014 года, а с 2016 года ведется пабликом Osu Content с Грейвом. И первое место на конкурсе символизирует самого уважаемого СНГ игрока Osu сцены. На экране вы можете увидеть результаты прошлых конкурсов. Сложно уследить за всеми топами СНГ, особенно с большим количеством входящих стран. Так что с наибольшей вероятностью, после просмотра данного ролика, вы откроете для себя новых талантов с родных земель. Так что приятного вам просмотра!
В 2020 году Камачи Бака, или же просто Камачи, успел поставить множество уникальных скоров и прекрасно отличиться на многих турнирах. В конце года его активность немного уменьшилась, но на протяжении первой половины года он давал о себе знать. Камачи следил за стабильностью в ранее улучшенных навыках, но и также старался расширять их игрой из самых разных карт в соло. Еще давно его могли посчитать узкоспециализированным игроком карт среднего старрейта, но он не переставал играть хард-рок, начал больше пробовать себя в даблтайме и перешел на более высокий старрейт, что позволило ему приблизиться к мировому уровню и получить признание от игроков других стран. Он повысил свою планку, поставив скорость с модом хард-рок на таких картах как Akira Complex Everstrike, Oster Project Violet Rose и Ant Катанов. Он продолжал играть турниры, сыграл на Osu Content, Hippo Cup 3, 4 Digit World Cup и отборочных ОВЦ, после которых его активность значительно упала. Также из турниров он сыграл на Yuri Cup и OCC спин-офф Hypno vs Dino, на которых получил 2 своих новых бейджа, что подтверждает его выход на уровень одного из лучших турнирных игроков страны. Посмотрим, не продолжит ли активность Камачи спадать в предстоящем году, и будем надеяться и ждать от него еще больше уникальных скоров, крутого турнирного перформанса и изящных игр в Among Us. Дебют диджея Ебана в этом году не на шутку всех удивил. Пролив немало пота, оттачивая свои навыки игры хардрока и даблтайма, диджею Ебану удалось преуспеть не только в фарме, но и в уникальных скорах, и даже поразить всех на турнирной сцене. Говоря об уникальных скорах, у диджея Ебана получилось закрыть с хардроком Last Journey Home на 2 миса 98 аки, Focused Rapidity из Justice Сака 99,76, паснуть Running in the Night с Монстратом на 99% аккураси, чокнуть Ice Angel с одним сайдербрейком, выбить неплохой скор на Tetrastructural Mind с 2 мисами, а также фокашнуть DT в старую добрую гимми-гимми. Среди турнирных результатов диджея Ебана имеется 2 место на Gacha Cup, 6 на Konyo Cup 2, 4 на Osu Content Tournament, 3 на 4Digit World Cup и участие в некоторых других турнирах. На всех этих турнирах диджей Ебан продемонстрировал, что его успехи в хардроке позволяют ему не только фармить, но и теснить лучших игроков этого мода. Ждем от диджея Ебана в 2021 году еще больших успехов. 15 место в 2019 году и 13 место в 2020. Прогресс у Зина в топе невелик, но это вовсе не означает, что в игровом плане его было мало. В 2020 году Зин поставил ППшные и не очень скоры, а именно High Free Spirits Дифа Skystara с одним миссом, ПК Sohaku Rebellion и Ана Йоики Нобас Нинота Сараба, 2 мисса на Sudden Romance. Куда большего внимания заслуживают его турнирные успехи. За 2020 год Зин в составе сборной России занял 5-6 место на Free Digit World Cup. Такого же результата достиг, будучи капитаном команды на Gacha Cup. Занял 3 место со своей командой на Hippo Cup, а также 3 место на Russian Osu Cup, но на ОВЦ трояутах ему немного не хватило до попадания в состав. Завершил же Зин данный год не менее успешно, убив 4 сквада в соло в Apex Legends. Посмотрим, что будет делать Зин в 2021 году. Достигнет ли он еще больших успехов, или же это был его пик. В любом случае, пожелаем ему успехов.
Еще в 2019 году русский флексер NVSS начал выделяться своими не самыми простыми ДТ-скорами на лоу-аку, а также начал играть турниры и развиваться разносторонне для них. В 2020 году Envy продолжил все эти старания и смог поднять 13 КПП и 5 место в рейтинге по стране, разваливая все популярные формы карты в духе Just a Dice, Kimino Pierrot, Юми Чизу и прочих. Но попутно он еще сделал и некоторые менее заметные скоры, например HDFK на Юнаги Боу Ханамадой и Лавит Мапсете Send and Life, HDHRFK на Good Night и, конечно же, HDDTFK на Children of Hell. А ФК Goodbye Mr. Jack показывает, что Envy ведет работу даже над игрой низкого эра. На турнирах Envy тоже отметился. Он поиграл Corsace, занял 5 место на Russian Osu Cup, 5-6 место на Gash Cup и самое главное попал на ОВЦ, где пусть и не выходил часто, но поиграть достаточно успешно смог на том, что должен был играть. Ждем от Envy в 2021 году еще большего усиления во всех аспектах, вырыва в топ-100, так что успехов ему. In 2019, if someone mentioned Apostle, you'd ask, who's that? But by the end of 2020, Apostle made a big name for himself in the CIS region for his incredible speed and stamina. On the leaderboards of many a streamy double time map, you can find him at the top of the DT-only leaderboard with the best accuracy to boot. His most notable scores are DTFCs with the best DT-AC on Heroes by Husky by the Geek and Sua Fottenfield by Zune, along with his one missed DT score on Small Boat Set of Senpai no Mai by Zimi featuring Ayane with the second best accuracy, his 1x100 DTFC on Gimme Gimme, and his DTFCs on Rainbow Road, The Extra Diff of Zevel, and Dream Solister. Aside from DT, Apostle is also extremely proficient at Hard Rock and Nomad stream maps. Once more, his stamina and streaming ability earn him one of the best accuracy scores on The Skin Thief, an FC on Master of Peace by Rhapsody of Fire, a 1x100 FC on Freedom Dive Metal Dimensions, and of course his epic demonstration of stamina on a 1-hour version of We Love Llama. Apostle didn't participate in many tournaments. In the Corsace Open and OWC tryouts, he was very strong on DT, but that simply wasn't enough to make it into the main roster. Regardless, with his improvement, we're excited to see what he'll bring to high BPM stamina maps in 2021. Before his ban, Robloxa was known in Russia for his streaming abilities and literally infinite stamina. So after his unban in March of 2020, he began to shine with his skill, and immediately set a double time score on In a Night When Her Sorrow Resounds Around, worth 700 pp. He didn't stop there and set scores like a 7 miss run on Those Who From the Heavens Came with 97% accuracy, 3 misses on We Love Llama with 99%, Nomad FCs on The Skin Thief and Dragon Force the Game, and even an Hard Rock FC on From Undercover, showing some aim skills with other scores on Tommy Elegy and the Battle of Lil Slugger, just to name a few. He couldn't play tournaments this year, so he had fun showcasing his insane stamina in absurd ways, like playing on pen buttons, mouse buttons, even tablet buttons. Roblox has great potential with his insane stamina, and I can't wait to see what he has in store for us in 2021.
The immortal father of Russian Osu gaming always shows that he still has powder in the gun, and this year is no exception. He may not be playing much to gain ranks, but he's more well known for his impressive plays on Fanshan maps, Rustbell maps, or other maps of his favourite mappers that are often very underrated in PP. Even then, he can gain ranks whenever he tries to. We'd like to highlight his 3-miss play on Saturn's Koko no Sose, his FC on AU Unmei no Uta on Master difficulty, a 3-miss run on Tata Tatin, a top 5 score on Fanshan's Megalara Garuda difficulty, and his FC on Do It Do It. Talalar continued his tournament career in 2020 and got some great results. He achieved 5th and 6th place on 3-digit World Cup with Team Russia, and 6th place in the Russian Osu Cup. He participated in Gasha Cup, Osu Content Tournament, Corsace Open 2020, and of course, the Osu World Cup for an 8th year in a row. Talalar has proved that he's still got it on gimmick maps and hard rock. So let's see if Talalar can contest the youth in 2021. С самого начала этого года Дин не забывал повышать свой ранг путем фарма карт со связкой модов ХДДТ и продолжал следовать импруву своей разносторонности. Особенно хорошим примером является Osu World Cup, где Дин дебютировал впервые и показал стабильный и сильный перформанс, что и закрепило его статус, если не самого, то одного из самых превозмогающих и выходящих на новый уровень игроков страны за 2020 год. Он также сыграл на таких турнирах, как Gasha Cup, Speed Cup и Calamity Cup 2, где получил свой первый турнирный бейдж. Среди его главных скоров этого года стоит отметить второе ХДДТ ФК на Роремия Карота Sweets Parade, ХДДТ ФК на Мориокупи Катастрофе и Эгоист Аме Кимио Цурете. В этом году он не так отличился скорами, как турнирным перформансом, но будем надеяться, что в следующем году он преуспеет во всех направлениях, выформит еще больше ПП, продолжит разбивать рамки недостатков своего скиллсета и еще больше себя покажет. В 2020 году Гаша продолжил держаться в топ-50 мира и на втором месте в рейтинге страны. Он продемонстрировал свои навыки аима, читалки и стамины на таких картах, как 200 BPM Harley Quinn Loved, Elemental Creation и Medscore. Особого упоминания заслуживает скор с 3 мясами на Rainbow Dash. А свое умение альтернейтить и играть разного рода неприятные паттерны Гаша продемонстрировал, сделав ДТ ФК на Freaks Romanticism, рангутом Scrap Syndrome и ХД-скором с одним мясом на лавнутом Sudden Deaths Leaves Bunny. Гаша со своей командой победил на одноименном турнире Gasha Cup, поучаствовал в Corsace Open и, конечно же, будучи одним из сильнейших игроков в стране, поиграл на втором для себя Osu World Cup. Пожелаем Гаше успехов в раскрытии своего потенциала в 2021 году и ждем от него дальнейшего продвижения в топе.
Еще в армии, заходя иногда в Твиттер, я видел скорость Дизастера и думал о том, как же быстро этот пацан растет. Еще в 2019 году про него знали единицы, а в 2020 он уже с первых дней начал уничтожать игру, добавляя к своим хорошим навыкам Аима еще и растущую жимку. Поэтому за год смог выдать такие скоры, как Hard Rock ФК на Absolution, 1 мисс на Ungrafer, топ-1 на Once Upon a Time There is No Place Like Home, 1 мисс на Кигару на Киюме, лучший в СНГ трай на Йоми-Йори от Докита и Ривен Сака 98 на каждом, 3 мисса с хардроком на Last Journey Home, 1 мисс на Last Diff и Left Mapseta Tower Show Коку на Ахиме-сама и, конечно же, 4 мисса на Cosmic Cortex, которые он позднее пересобмитил на топ-3 на карте с большим мисс-каунтом. Я перечислил много, и это даже близко не все. Почувствовав силу, Дизастер попробовал себя и на некоторых турнирах, и занял со своей командой 5-6 место на Gacha Cup, дошел до полуфинала на Russian Osu Cup, участвовал в Carsace Open, а также в AVC Tryout, где достаточно хорошо себя показал, но в состав не попал. Тем не менее, Дизастер дал знать о себе, так что в новом году жду от него еще больших достижений. Хоть Айла в 2020 году и был куда менее активным, но на место лидера украинского Осутопа вышел новый герой, способный дать знать о себе – Денч. За этот год он взял топ-1 Украины и был очень близок к тому, чтобы войти в топ-100. Среди кучи ФК популярных ППшных ДТшек у Денча можно найти и достаточно много хороших скоров на жим. Особенно стоит отметить такие скоры как Hair ФК на Daisuke Evolution, топ-1 на лафт карте Gigantic OTN на дефе Art R10, ФК с одной соткой на Fireman Castle на дефе 2013 года, ФК с Hidden на Blue Zenith 4 Dimensions, HR ФК на Doki Doki Adrenaline Rush, ФК предпоследней дефы Speed of Link, ФК с одной соткой на Blue Encounter Hope, ФК Metal Dimension и Frozen. Денч смог успешно себя показать и на некоторых турнирах, а именно заняв 7-е и 8-е место на Gacha Cup, 4-е место на Osu Content Tournament, а также участие в Russian Osu Cup и на ОВЦ в составе Украины, где в матче против Южной Кореи вытащил кучу карт и был одним из тех, кто был готов побеждать своего сильнейшего противника. К сожалению для украинских болельщиков, Денч сказал, что вероятность камбэка в 2021 году из-за проблем с руками мала, однако мы все же будем надеяться на лучшее. За этот год Alumetri не нафармил так много, как за прошлый, но он все еще остается в топ-10 мира и удерживает безоговорочно первое место в рейтинге страны за счет своих невероятных навыков Айма, очень хорошей скорости и в принципе очень высокого скилла. Среди кучи фарма Alumetri за этот год имеет и уникальный DT-скор, например, единственного в мире DT-HDFC на таких картах как Insane Rise Against Savior, Nano Bullseye i NA's Extra na USAO Showdown. Кроме таких вот уникальных DT-скоров, Alumetri в этом году успешно путешествовал в нескольких турнирах, а именно занял третье место за своей командой на Gacha Cup, выиграл свой первый бейдж, занял первое место на Osu Content Tournament в команде со мной, путешествовал в Carsace Open и уже в третий раз присоединился к команде России на Osu World Cup, где играл большую часть карт в каждом матче. Если у вас все еще есть мнение, что Alumetri просто фармила,
to pora burzej vesmíliť, потому что Alumetri ежегодно доказывает, что является одним из сильнейших игроков региона. Пожелаем ему успехов и в 2021 году. В 2020 году Мистер Фьючер показал себя достойно и хорошо импровнулся. За год он успел апнуть 12 тысяч ПП летом, а затем 13 тысяч осенью. Ворвался в топ-200 мира, а также в топ-3 России. На протяжении года он ставил отличные жиммерские скоры и аима-скоры в различных модах. Причем почти всегда АК Фьючера на его скорах больше 99. Особенно много крутых и сильных скоров он поставил осенью. Особого внимания заслуживает ДТ FC на Island Together, FC на Tempest, ДТ FC на Dream Solstice, HR FC на Twilight Skies, 4 Миса на Time Freeze, HR FC на Amoy de Kakera и, конечно же, невероятный скор, который он поставил в конце этого года, а именно SS на Image Material. Из турнирной жизни игрока стоит отметить его попадание в состав России на ОВЦ, где он показал хорошую игру. 5-6 место на Gacha Cup и 10-12 место на Russian Osu Cup. На всех турнирах Фьючер демонстрировал свою аккураси и доминацию, еще и со скором V2. В 2019 году Фьючер не попал даже в топ-25 СНГ игроков, но в 2020 году он смог продемонстрировать весь плод своих стараний, заняв в этом топе 3 место. Пожелаем Мистер Фьючеру в новом году еще больше импрува, крутых скоров, а также попасть в топ-100 мира. Главный тиранки российской турнирной сцены Виктор Акинатори продолжил данные процессы в 2020 году, так что большого количества ППшных скоров на банчу от него не наблюдалось. Зато он, как всегда, продолжал поражать мир скорами на гиммик-картах и картах на читалку, играть в турниры и пытаться научиться жать. Среди скоров Вити особого внимания заслуживают ФК Джестер, топ-1 на Лавет-карте Next Diff Anti-Gravity, ДТ ФК на Genesis of Aquarion с лучшей аккураси, ФК R5 Diff Everasi Night, ФК Time Traveler, топ-1 на Nothing But Theory, ДТ ФК Экстра Курока и много чего другого. Не менее богатая и турнирная активность Акинатори. 5-6 место на 3 ВЦ, 4 место на Gacha Cup, 3 место на 4 ВЦ и Гипа Cup, 2 место на Osu Content Tournament и Russian Osu Cup, участие на Corsair Open и, конечно же, Osu World Cup в качестве капитана команды России. С годами Витя не сбавляет крутых скорах и хорошем турнирном перформансе, так что в новом году пожелаем все так же продолжать наращивать обороты и достигать все новых вершин. Завершает топ игроков этого года, а также занимает пьедестал лучшего СНГ игрока десятилетия. Человек или машина? Мы никогда не узнаем. Red Pixel. Для него это 3-й топ-1 к ряду.
и 4-й за последние 5 лет на нашем голосовании. Однозначно, никто не подошел даже близко к такому результату и, как и, собственно, его игровым достижениям в скорости, фингер-контроле, стабильности на турнирной сцене. Этот год запомнился для Red Pixel тем, что он уверенно укрепил свою доминацию в High-BPM сфере игры. Если в предыдущем году Пикселя знали за рубежом как одного из лучших игроков в скорости, то в этом лучшие спидплееры по типу Мирами признали его королем. Доказательства чему можно найти в комментариях на Reddit и его личном YouTube-канале. Мы с вами, конечно же, никогда не сомневались, что равных Red Pixel эта игра еще не видела. Поэтому я хочу выделить самые удивительные его скоры 2020 года, на которых видно и доминацию, и импрув относительно самого себя прошлых лет. Один из таких — это карта Goreshit There Are No Angels Here, даблтаймом на 96% accuracy. Интенсивная карта из семерок, пятерок, троек на 280 BPM на 5 минут, без перерывов, без слоупартов и с очень высоким ОД. В прошлом году у Пикселя не получалось даже паснуть ее. Я говорю даже, но кроме него ее никто не паснул, еще и на такую высокую точность. Многим из сейчас смотрящих будет сложно на ней поставить 96% без модов. Также абсолютно удивительный фингер-контроль на карте Joint Struggle от Cherry Blossom. Не путайте с DJ-попом, эта карта сложнее. Это, конечно, не пас, но accuracy 88 говорит обо всем. На момент это было на 20% больше, чем у второго места. Но потом Мирами все-таки смог поставить 87% и почти догнал Red Pixel. Отдельно выделю еще один поразивший меня, прошу заметить, Live Play на карте She Runs. Ускоренный до 280 BPM, на которой Pixel набрал 2500 комбо и даже попал бы в топ-100 обычной версии на 230 BPM. Опять же, очень интенсивная и требовательная на стамину карта, и Pixel со своими пугающими почти full комбо и accuracy на 97% и 5 миссов. Чтобы Pixel не считали игроком только на скорость, в этом году он фкшнул очень сложную technical карту от КТ-гестера Vanguard 1 со спутником на фоне и сделал единственный пас на тяжелой в плане эйма карте Baby Metal Tales of Destinies с хардроком на 1000 комбо и 9 миссов. Так что слабых сторон у лучшего игрока в СНГ нет. Призываю вас самих убедиться в этом, посмотреть эти скоры на его YouTube-канале. Из турнирных достижений Pixel наконец-таки взял свой первый бейдж соло-турнира Russian Osu Cup, победив в сложном и интересном матче Витю Акинатори. Также в составе России занял 5 и 6 места на 3ВЦ, играл в команде High на Corsair Open и, опять же в составе России, на уже 6-м для себя ОВЦ. Хочу поздравить Pixel с его невообразимой историей в этой игре. Будем надеяться, что он останется поводом для гордости в нашей стране, а также послужит мотивацией для других игроков и следующие 10 лет. И вот минул 7-й топ 25 лучших СНГ игроков. Из года в год меняются люди, которые делают для вас эти топы. Но не меняется одно — это гордость за свой регион. И эта гордость дает большую мотивацию рассказать большой аудитории о тех, кто тратит, можно сказать, кучу своего времени в игре ради одной мимолетной радости от крутого скора. Рассказать как абсолютно незнающим людям, так и тем, кто следит за своими кумирами. Как бы сильно некоторые люди из русскоговорящего комьюнити не хейтили и не подшучивали в сторону своего же региона,
Говоря о том, что СНГ это помойка и что нормальных игроков тут по пальцам одной руки можно пересчитать, это не отменяет того факта, что в СНГ огромное количество игроков, а значит и сильных игроков тут в достатке, как вы могли сегодня и убедиться. Сегодня я могу лишь поздравить тех, кто попал в этот топ. В 2020 году вы запомнились немалому количеству человек, а тем, кто не попал в топ, я желаю не опускать руки, так как у вас впереди целый год, чтобы показать, чего вы стоите. Спасибо огромное, что смотрели, а также спасибо и тем, кто участвовал в создании этого видеоролика. Удачи вам и до новых встреч!